В небольшом городке на окраине древнего леса, где высокие сосны касались неба, а кристально чистые ручьи весело плескались о камни, жила маленькая собака по имени Белла. Белла была не просто питомцем, она была познавательницей и искательницей приключений. Каждый день для нее был полон новых возможностей, и ни одна игрушка не могла так уловить ее интерес, как простое дуновение ветерка, играющего в ее мягкой золотистой шерсти. Однажды, когда белоснежные облака медленно плыли по небу, а лучи солнца согревали землю, Белла встретила человека по имени Карл. Он искал верного друга, который помог бы ему справиться с печалью после трудного расставания с любимой. В тот день, когда Карл увидел Беллу в питомнике, его сердце наполнилось надеждой. Ее яркий взгляд и маленькие игривые лапки мгновенно покорили его. С той самой минуты они стали неразлучными. Карл делал для Беллы все, что мог. На следующий день он купил ей множество игрушек: мячиков, веревочек и плюшевых животных. Вместе они проводили дни, исследуя лесные тропы, восхищаясь красотой природы, мягкими цветами, завораживающими звуками леса, радостью, которая витала в воздухе. Каждый вечер они ночевали под открытым небом, слушая, как сверчки заполняли воздух своей симфонией. И Белла, уютно устроившись рядом с Карлом, чувствовала себя в безопасности. Однако постепенно мать-реальность стала относиться к Карлу не так ласково, как прежде. С каждым днем его обязанности на работе вырастали, а шумные переживания пришли как неожиданный град. Стресс и тревога начали тяготить Карла. Он не мог сосредоточиться на своих чувствах и обязанностях, и щенячья радость Беллы только требовала больше внимания и заботы. Почему эта собака требует столько заботы? Почему я должен столько уделять ей внимания? Частенько разыгрывались такие мысли в его голове. Совсем скоро работа поглотила все его свободное время и энергию. Его вечера перестали быть наполненными смехом и игрой. Он все чаще пропускал прогулки, и Белла, хотя искренне любила своего хозяина, начинала чувствовать отношения напряженными. Каждый вечер, когда он возвращался домой уставший и измотанный, Белла, ощущая его душевное состояние, приветствовала ее с надеждой на то, что вновь все будет хорошо. Однажды, в особенный минорный вечер, когда солнечные лучи оставляли последний свет среди вечерних теней, Карл вернулся домой в плохом настроении. Его уставшие ноги едва передвигались, а в голове крутились мысли, как ему сбежать от своих обязанностей, пока это возможно. Его взгляду встретила очаровательная милота Беллы. Она радостно виляла хвостом и прыгала от счастья, приветствуя его как никогда. Но вместо того, чтобы обнять ее, как это было раньше, он лишь оттолкнул ее, произнеся грубые слова о том, что собака ему больше не нужна. Сердце Беллы сжалось от боли, она не могла понять, почему ее любимый хозяин так поступает. В тот момент, когда собака прижалась к его ногам, искренне пытаясь понять, что происходит, Карл принял ужасное решение. Поддавшись эмоциям, он решил, что пришло время покончить с этой проблемой. На следующий день, полный подавленности и злобы, он вышел с Беллой на прогулку. По дороге их окружала красота леса, светлая симфония лесных птиц и яркие цветы. Но вместо того, чтобы наслаждаться красотой окружающего мира, он погружался глубже в свои мрачные мысли. В конечном итоге он свернул на незнакомую тропинку, окончательно потерявся в своих собственных переживаниях. Оказавшись у реки, Карл остановился и смотрел на блестящую поверхность воды. В ту минуту его разум охватила злобная идея. «Почему бы не избавиться от ненужной обузы?» — проскочила мысль. Ощущая тяжелый груз на своих плечах, он стиснул в руках веревку и, несмотря на панические протесты Беллы, привязал ее к тяжелому мешку с камнями. Сердце у него колотилось, но он подавлял это чувство, словно оно было предателем. Он бросил мешок в воду, наблюдая, как тот уходит на дно, и затем с силой толкнул собаку, чтобы она прыгнула следом. Белла, испуганная его поступком, отчаянно шикала. Она не понимала, что происходит, и, теряя силы, пыталась выбраться на берег.
В этот момент, когда сердце собаки затуманилось от страха, попутно она услышала шум и вдруг ощутила что-то знакомое. Элис, женщина с большим сердцем, гуляла вдоль реки и услышала слабый лай. Она вскочила, ее инстинкты сразу же сработали, и без колебаний бросилась в воду, спасая Беллу от неминуемой гибели. Элис, не раздумывая, нырнула в ледяную воду, и усилия, которые понадобились для того, чтобы вытащить Беллу, были огромными. Ее сердце наполнялось страхом, но и решимостью, что она спасет эту собаку. Когда она вытащила Беллу на берег, сама едва удерживаясь на поверхности, ее руки дрожали от переохлаждения. Она быстро распутала веревку и освободила собаку от тяжелого мешка. Теперь Белла не просто была спасена. Она оказалась в руках доброго человека. Элис пообещала ей: «Я не дам тебе больше страдать, моя дорогая». Благодаря этому моменту собака почувствовала, как медленно окутывается теплом, которое было утеряно в тени горечи. На следующее утро Элис отвела Беллу к ветеринару. Осмотрев ее, ветеринар был обеспокоен, он заметил, что у собаки могла быть тяжелая история. «Эта собака могла многого перенести», — сказал он. Сердце Элис сжалось. Она всегда мечтала иметь собаку, и теперь она видела, что Белла нуждается в ее помощи. Элис быстро приняла решение. Она не оставит эту преданную душу в беде. Стремясь сделать все возможное, чтобы вернуть собаку к нормальной жизни, она приняла на себя полную ответственность за нее. Несколько недель спустя, постепенно выздоравливая, Белла адаптировалась к жизни с Элис. Каждое утро они вместе выходили на долгие прогулки по парку, где они учились наслаждаться мелочами жизни. С каждым днем Белла становилась все более уверенной и счастливой. Элис внимала каждой детской утренней улыбке, каждой новой победе над страхами и переживаниями. В это время грозные события происходили в городе. Расследование о Карле достигло своей кульминации, и полиция вскоре поймала его, когда он в последний момент пытался покинуть город. Менее чем за неделю слухи о том, что он предал свою собаку, разлетелись по всему округу. Элис получила от своих друзей все больше информации о происходящем, и это вселило в нее страх за свою новую подругу. Элис, осознавая, что справедливость должна восторжествовать, решила лично присутствовать на суде, чтобы дать свидетельство о том, что значит для нее любовь к Белле и как важно относиться к каждому животному с добротой. Она подготовила свои фотографии с Беллой, запечатлев на них моменты их любви и заботы. Суд над Карлом начался, и Элис пришла в суд, решив не отступать. Весь город с интересом следил за тем, как он будет отвечать за свои действия. Элис, немедленно нашедшая смятение, когда вошла в зал суда, почувствовала тепло внутри себя, когда сочетающаяся семья и сострадание стали главной темой. Судья, услышав ее рассказ о том, как Белла стала ее другом в трудные времена и увидев представленные доказательства, признал Карла виновным. Все экспертизы, свои наставления и детские следы, затопившие их жизнь, отворили новое понимание, словно эта история была намного важнее, чем они могли себе представить. Однако Карл, испытав на себе всю тяжесть своего проступка, был далеко не готов смириться с собственным падением. Он пытался оправдать свои действия, как будто этой нотой он мог вернуть себе настоящую свободу. Но его попытки не увенчались успехом. У каждого, кто был в суде, на виду были обвинения, полные ненависти к его поступкам. Он был приговорен к ограничению свободы, а его имя, отмеченное печатью стыда и предательства, стало символом жестокости. После завершения судового разбирательства Элис, будто увидев свет в конце тоннеля, знала, что для Беллы важно, чтобы она чувствовала себя в безопасности и счастье. Поэтому она решила стать ее постоянным домом, и процесс усыновления был завершен всего через несколько дней. Жизнь в новом доме была наполнена заботой и любовью. Элис сделала все, чтобы Белла чувствовала себя комфортно. Ее новый уютный уголок на мягком коврике, игрушки, которые вредили только хмурым денькам,
и тщательное внимание к ее потребностям. Теперь Белла была частью семьи, которая относилась к ней с нежностью и уважением. С каждым днем Белла становилась все более энергичной и играть, как и прежде. Она разгуливала по парку, играла с другими собаками и вновь оставалась в своей истинной душе. На одной из их совместных прогулок они встретили старого овчарку по имени Макс, который был таким же добрым и отзывчивым. Он стал настоящим другом для Беллы, и их дружба распускала незабываемые ароматы нового завтра. Сердце Элис наполнилось радостью, наблюдая, как Белла быстро идет к восстановлению. Их взаимодействие стало сильнее, и в их доме царило бесконечное счастье. Белла начинала обретать уверенность и радоваться каждому моменту их совместной жизни. Ей удалось найти свой путь в мир, полон симпатии и теплоты, и все это благодаря тому, что встретила Элис. Спустя несколько месяцев, когда жизнь вокруг них начинала налаживаться, они решили, что пора делать больше добрых дел. Элис посетила ближайший приют для животных и начала помогать в его работе. Каждый день они вместе собирались, кормя бездомных животных и, наконец, открыв новые сердца для любви и заботы. Белла стала символом надежды для всех животных в приюте, а ее история распространилась за пределы городка. Изучая доверие, они вместе с Элис создали общество заботы и любви. Ее сложная история превращалась в нечто светлое и красивое, как мост через болото. Каждый день Элис и Белла отправлялись на долгие прогулки, где делились своими радостями, где снова и снова поднималось одно и то же слово. Спасаться, обниматься и бороться — эти простые акты любви вдохнули в них жизнь и надежду. Они учились у друг друга, и их связь становилась все более крепкой. Хотя на каждом шагу Белла могла вспоминать о своих страданиях, теперь у нее была возможность помочь другим. Она открыла школу для щенков в приюте, где обучала новое поколение правильному поведению. Каждый раз, когда она устанавливала свои мягкие глаза на своих маленьких учениках, ее сердце согревалось от того, что она могла сделать что-то хорошее. Эта история заканчивается, но она оставляет огромный след в сердцах людей. Люди, проходя мимо Элис и Беллы в парке, видят не просто древнюю историю бедности и одиночества. Они наблюдают за жизнью, наполненной любовью и надеждой, которую они построили вместе. Каждый новый день был полон великолепия. Они вместе научились радоваться жизни. Люди, далекие от безразличия, приходили в детскую школу приюта, вдохновлялись невероятной силой любви и понимания тех, кто, казалось бы, потерял все. В этот миг сердца всех наполнились теплом, и город, полный удивительных сердец, стал свидетелем превращения тьмы в слепящий свет новой жизни. Так жизнь Беллы и Элис продолжала развиваться, и каждый, кто слушал их историю, понимал, даже в самых мрачных местах всегда можно обнаружить путь к свету. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые увлекательные истории. А также пишите в комментариях свои истории или переживания. До свидания.